Young Wiz made a hit. Потерял много, буду повнимательней. Зовешь себя трэп-артист, но ты хатику. Вошел в игру, не заюзывал смазку. Всем привет, дорогие друзья, с прошедшими праздниками. Я рад вас видеть, я по вам соскучился просто нереально. А все потому, что прошлый год для канала Клуб Шоу был не самым хорошим. Вышло всего лишь по факту 2 видео. Но в этом году я хочу исправить кардинально эту ситуацию. И все потому, что начну я этот год с исполнением своей мечты. И в этом видео мы купим самый дорогой автомобиль, который был у меня на канале Клуб Шоу. И самое главное, что вложим мы в него еще больше. И таких денег я не видел никогда в жизни. Но сейчас наша задача найти этот спорткар, потому что он должен быть быстрым, маневренным и, самое главное, надежным. И это ни в коем случае не москвич. Поэтому, дорогие друзья, сейчас будет кое-что интересное. Собираем все свои манатки и идем туда. Кстати, дорогие друзья, так как я в этой серии куплю себе новую машину спортивную, то мне старая не нужна. И поэтому свою турбожигу на 260 лошадиных сил в ближайшее время я уже разыграю среди вас. Всего лишь надо скинуть 300 рублей, и ты участник. Все подробности будут в ссылке в описании. А я пошел за своей мечтой. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, у каждого короче, по скрепному, у автомобильного фаната любовь к автомобилям началась с автогонок. Вот я лично, будучи мальцом, наблюдал всевозможные фильмы про гонки, смотрел Формулу-1, Дакары и всевозможные ралли. Меня было просто не оторвать. И я просто мечтал о том, чтобы быстрее вырасти и попасть в какую-то гоночную команду. И я даже ради этого пошел учиться в институт. А именно в МАМИ, где была раллийная команда. Но когда я туда попал, все мои розовые очки разбились. Оказалось, что никакой раллийной команды там сроду и не было. А люди, которые занимались там автоспортом, все это делали на свои деньги. И мне предложили: чувак, ты можешь прийти, конечно, к нам и мыть полы. Естественно, эта перспектива меня не радовала. Но была одна вещь, которая меня спасла. А это именно компьютерные игры. Именно тогда начали появляться какие-то более-менее симуляторы автомобильных гонок. И тогда же вышла первая часть Гран-туризма, которая меня поглотила с головой. Так, я не понял, ты вообще кто такой? Это моя мечта, мой ролик. Ну-ка давай нахрен отсюда. Погоди, еще разочек. Ну чего, блин? Да я не успел на тебя перевести, что запрыгнул. Нахрен сваливай отсюда. И в то время только компьютерные игры меня приближали к автомобильному спорту. И уж о том, что я реально попаду куда-то в настоящую команду или сам стану гонщиком, об этом я и не мог и мечтать. И вот спустя 20 лет я наконец начинаю ездить по всевозможным гонкам, смотреть, как катаются ребята, и понимаю одно, что если я сейчас не реализую свою мечту, то это не произойдет никогда. Первым делом, что нужно для автоспорта? Естественно, автомобиль.
И если вы думаете, что спортивный автомобиль для меня это какой-нибудь М-ка или Porsche или что-то типа Феррари, вы плохо меня знаете. Все это для долбанных пижонов, которые просто понтуются в центре Москвы. Но те, кто дубасит на этих машинах на треке, на вас это не распространяется, вам претензий нет. Естественно, с моим бюджетом мне надо было искать что-нибудь попроще. Что, такую? М-ка? Нет? Такая? Еще попроще? Нет? Ауди. Тоже гоночная. Не? Намного попроще. Но тут выбор вообще большой, смотри. Сиаты, Бэхи. Что тебе не нравится-то? Ну вот топ вообще, смотри. Белая, как я хочу. И практически родная. Ну, Сиат, дешевка. Ты что, тупой? Я сказал проще. Опять нет. Ну во, это прям то, что надо. Вот, да, вот что-то типа того. Ебал, такой ты душнил. В общем, мой скромный бюджет по странному стечению обстоятельств привел меня куда-то в текстильщики, в продуктовый магазин, к перекупам. Так, ну что, пацаны, прошел месяц поиска автомобилей, ДКПшечка, и вам попозже покажу. И вот. Спасибо. Да. Ешьте на здоровье. Да, вас чтоб на первых шагах были всегда. Первый месяц заняли, короче, 5% из премии. Что там должен был? Не, 5% слишком много. 0,5 проставлю, ну ладно, литр високоря, хер с ним. Давай, да. хрен с ним. Прям. Хорошего. Да, все, Вперед. вот так. Так что, Машина в пацаны, идеале. Машина Дагестанцы всегда рядом. Дагестанцы. короче, пацаны, да. Блин, я сам пока не За верю. свою машину отвечаем и не стесняемся, и уверенно продаем. Да, дорогие друзья, выглядит это достаточно жестко. И вы уже, наверное, многие догадались, что это все-таки будет ТАСС. Но ТАСС — это идеальный автомобиль для автоспорта, который дарит за свои деньги намного больше эмоций, чем ваши все эти спорткары. Но прежде чем я покажу свою малышку, давайте я вам расскажу, с какой болью я столкнулся при выборе автомобиля для кольцевых гонок. Начну издалека. Как вы помните, меня люди затащили на кольцо, а именно на Lada Time Attack. Это Time Attack на «Жигулях». В принципе, все логично. И я поехал туда на випке, на своей турбо-жиге, в которой было 260 лошадей и которая была собрана из говна и палок. Естественно, что с ней происходило? Да, в принципе, все. Она максимально не подходила для этих гонок, потому что мало того, что из-за того, что она турбо, она попала в Анлим, где гоняются достаточно суровые дядьки, у которых автомобили стоят от 1 миллиона и выше. И, естественно, составить никакой конкуренции я там не мог. Да и в итоге сам автомобиль то грелся, то отваливались тормоза, то уходило масло. В общем, автомобиль был максимально неподходящий. И уже тогда я походил по боксам, поспрашивал у ребят, и оказалось, что самым идеальным автомобилем для автомобильных гонок в классе L-TAC была Калина. Мало того, что у Калины жесткий кузов, так еще на ней бывают кондиционеры. И когда ты едешь в пробке, это достаточно удобно, как оказалось. Но, тем не менее, найти живую Калину – это просто большая боль. Потому что это ВАЗ, а у нас соли. Да, как странно звучит. Солевые телодвижения. Так как это ВАЗ, и у нас большое количество соли в мегаполисе, все эти машины превращаются в труху буквально за пару лет. Тем не менее, я смог найти машину по низу рынка, как всегда у моих любимых перекупов. Как вы думаете, какую тачку я купил за 250 тысяч рублей? Я даже больше скажу, а обошлась она мне в 230. Короче, вы готовы? Да. Что ты таймишь, говори? Давай, да? давай, интересно. Ну давай, заходите. Крузак 200. Может, он говорил... А. Луц! Горим, пацаны! Это ж просто! Every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I can fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. I need you by my А сейчас, мои юные друзья, я вам расскажу, что стало с Калиной Спорт за 300 тысяч пробега. Фонг, дрифт, я хасаню, мне так похуй, кто на заднем. Первый стоп,
конечно, знал, что я попаду на бабки, но что на такие... Короче, начнем с юридической чистоты. Когда я забирал этот автомобиль, естественно, я ничего не проверил, но мне он понравился, я забрал. Первое, на что я обратил внимание, что на коленях был запрет. Второй момент. Мне уже после выпуска первой серии, которую вы можете посмотреть, как Шерлок где? Вот тут, наверное, да? Вероятно. Чуваки скинули фотки. Фотки этой машины, которая покупалась пару лет назад, вот в таком вот состоянии. Как мы видим, обычное состояние калины, удручающее обычное состояние калины. Понятное дело, что я уже, когда ее забирал, было понятно, что она покрашена, что она подварена, там и бла-бла-бла. Но самое главное еще, что мы докопались до истины. А именно до того, какой настоящий пробег у этой калины. Сразу было понятно, что никаких 130 тысяч тут и не пахнет. И вот вам картинка. В итоге на калине Спорт 300 тысяч километров пробега. И она еще, сука, ездит. Представляете? Самое главное, что скрыл перекуп. Есть нюансы, есть проблема. У Лады Калина такая проблема, как гниющие чашки. Вот тут, если ты посветишь, видишь, как это сделано? Явно, да, Шерлок? Ты же разбираешься в машинах, явно какая-то, да? Определенно. Да. Что-то тут ты, есть, да? ты сразу не заметил их? Не, я сразу заметил, да. Ну. Но я просто ездил, смотрел Калины, и у них уже все переваренные чашки. И, естественно, учитывая, что в этой машине уже 30 тысяч пробега и все остальное, у нас есть. Идеально. Короче, Очень больно. Это для пассатижев, я как раз всегда мечтал об этом. да, и вот тут надо дырку сделать. В общем, у нас есть вот такая вот история с чашкой. Было бы ничего, да, ну, чашка не вылезет, у них есть проблема, у Калин Спорт вообще лопаются по этим креплениям, потому что амортизаторы более... крепкие, да, жесткие. они лопаются. Ну и тут вот, если ты посмотришь, до вина еще не дошло. Я узнавал у своих корешей, что чисто теоретически это все ставится на учет на ура. Но так как я хотел этот автомобиль сделать для гонок, а для гонок надо, чтобы все вот эти элементы были усилены, соответственно, это надо как-то варить. А вот когда ты уже это все заваришь, потому что по кузову есть еще много вопросов, Андрюха там все вынюхал, и там ты говоришь, есть нюансы, да, какие-то. Ну, есть. Крепления, то, что просил Луз посмотреть, крепления к кузову как бы более-менее живы для этих лет. Порогов, точнее соединителей, или как, короче, вы называете это, нету. Вот это раз, то же самое там. Потому что здесь вот так вот все подмазано. То, что черное, вот завод, это черное. Это, короче, подмазал перекуп. Плюс-минус. Вот. Так, лонжи сзади как бы есть. Вот тут есть ржа. Какие-то моменты, возможно, отлетит крепление. Вот это буксировочное, потому что оно какое-то трухлявое. Это я еще посмотрю. Крабы. Крепление крабов заебись. Вот. Они вообще живые. Обычно их отрывает, но здесь как бы смотришь, еще жизнь имеется. То же самое с другой стороны. Жизнь имеется. И пахнет, сука, селом от нее. Прям пи***ц, как пахнет селом. Вот такое вот состояние у нас как бы лонжерона. Вот, а телевизор у нас вот в таком плачевном, сука, состоянии. Вот, сейчас будем тыкать и смотреть, что с ним и как жить. За мной ремонт, блядь, дрон рейс, завод, ёпта. Что, дорогие археологи, погнали на раскопки. Что стоишь, погнали. В итоге автомобиль оказался непригодным тоже, потому что, как вы видите, у него прогнили чашки, были проблемы с лонжеронами, пороги максимально отходили от кузова. И такой автомобиль не подходил, потому что, тупо посчитав, мы поняли, что в кузовню надо вкладывать в рублей 100, а то и 150. И займет это все там 2-3 месяца. И это те сроки, которые сказал кузовщик. А это значит, что можно смело умножать на 2. Поэтому я уже тогда понимал, что этап 2023 года я проебываю. А мы матом ругаемся, нет? Наверное, не надо, да, лучше? Профукиваю. Я так и оставлю, кстати. Давай дальше. И поэтому я оставил ту мысль, что в 2023 году я поеду все этапы ЛТАКа и решил просто подшаманить эту калину, продать и найти себе что-то новое.
Впрочем, всю подробную историю про желтую Ладу Калина, кстати, православную, которая из-под Путина, вы можете посмотреть на втором канале КЛ. И все. Машинка отправляется к новым владельцам, поэтому прощаемся с ней. Все. Добрый путь, скажем так. Одному, конечно, не очень удобно снимать это все дело, но запомнил уже такой. Все, счастливо. Все хорошо, что хорошо кончается. Ее забрали куда-то на юга, и слава богу. Но что мне оставалось делать в 23-м году? Просто так я не мог сидеть на одном месте. И я решил съездить со своими друзьями на всевозможные гонки и поизучать вообще всю эту тему и понять, что же мне надо для того, чтобы выебать и перевернуть горочный. Выебать и перевернуть гоночный сезон. Сука. Выебать и перевернуть 2020. Матом не ругаемся. Понял, ладно, без мата. Как будет полюбить и перевернуть сезон 2024? И совершенно случайно ребята из ВМП Авто позвали на свои гонки рек, которые идут, по-моему, 6 часов, и у них есть своя собственная гоночная команда. My soldiers are too valuable to go and shot by the shore. Cause I would've wished he'd done a real job if he ever gets stopped by the law. There's a little job, but I'm not really sure. One job, just knock on the door. Tell him who sent you. As soon as you enter, you'll leave with boxes galore. Either way, I'm gonna have to drop you the 4. This one, you'll have to put a little work in. After that, the block will be yours. Plus, they never clocked you before. And the feds already try lock me. But that lock won't secure. Cause I'm out and I'm rocking the yaw. Cause I'm on it still. None of you man don't want it still. Fuck Jack and Jill, got proper skill. Now lick man down from top of hill. Man don't want it still, I said. Man don't want it still, I said. Там я им и рассказал эту историю про мои попытки стать кольцевиком. И они сказали: чувак, а давай мы тебе поддержим. Это было просто феноменально, потому что для меня стало понятно, что, во-первых, я хоть кому-то нужен в этом мире, а во-вторых, что можно искать машину не по низу рынка. Поняв, сколько я могу выложить денег на свой кольцевой проект, я понял, что у меня есть 700 тысяч рублей. И казалось бы, 700 тысяч рублей – это какие деньги, блин? Сумасшедшие. И казалось бы, 700 тысяч рублей – это сумасшедшие деньги, которые я в жизни не видел. И уж тем более на этом канале за такие бабки ни одного автомобиля не было. И найти русский автомобиль – это проще пареной репы. К сожалению, реальность была суровой. Ничего за эти бабки живого найти не получилось. Про подбор автомобиля будет целая серия на канале КЛ. Я жил на площадках, не соврать, целый месяц. Посмотрел только в Москве больше 10 машин и уже начал смотреть гранты. Хотя изначально мой выбор пал именно на хэтчбеке, так как визуально они мне нравились больше. Но тут уже был не до бонов. Помимо тех машин, которые я посмотрел лично, также я просил подписчиков смотреть в других регионах. И в общей сложности, я не знаю, чашек 200 прошло через мои очи. Они мне снились просто по ночам. И как оказалось, что бодрую машину можно было найти не дешевле 900 тысяч рублей. 900 тысяч карт. Это были просто нереальные бюджеты. И мне это не подходило, потому что нам все равно надо было перестраивать полностью этот автомобиль. Время шло. А ведь машину надо еще построить, и остается критически мало времени. И я уже смирился с тем, что придется покупать обычную Калину в Балашихе, которую я смотрел последней. Да, она была немного обита, да, она была не спортом, но тем не менее, что же делать? Не выкладывать же 900 тысяч. Это был овер-бюджет. Поэтому одним днем я уже собираюсь ехать в Балашиху, как вдруг, совершенно случайно, захожу на Авито и вижу ее. Вот он, автомобиль моей мечты. Белая Калина Спорт, именно какую я хотел. Правда, за 670 тысяч рублей. Я собираю вещи, тем более машина продавалась в соседнем районе, и еду за ней. За ней мчуся я, волосы назад. Ну что, пацаны, спустя месяц поиска автомобиля мы хотели именно белую Калину, хэтчбэк. Вот сегодня начался снег, недавно у меня был день рождения, и сейчас выстрелила Калина белого цвета с пробегом 160 тысяч, продает перек. Ну, он сразу признал, что это перек. И сейчас мне надо пойти куда-то к ребятам, как я понял, они из Дагестана,
посмотреть Калину с одним хозом, 160 пробега, и он говорит, что не бито, не крашено, ничего, кроме одного крыла. Куда-то нам вон туда вот. Ну ладно, сейчас посмотрим. Такой варик, только сегодня стрельнул, бьется вся в родной краске, только вот тут вот была небольшая шпатлевка, покрасили крыло, и бампер был лопнут. Низ дверей тоже, ну тут есть такие маленькие коцки, вот тут вот видишь начинается немножечко. Ну так вот, вот тут вот спукиши. Так в целом неплохо. Опять же таки тут задние арки все нормальные, тоже ничего такого нету, криминала. ДКПшечка. И вам попозже покажу. Вот. Спасибо. Да. Ешьте на здоровье. Я сам пока не За верю. свою машину отвечаем и не стесняемся, и уверенно продаем. Ну что, вот она, наконец, малышка. Правда, придется ее сегодня оставить до завтра. Завтра приеду уже, наверное, с оператором и подсниму вам, что же я все-таки купил. В общем, такая машинка, даже не верится. Ладно, будем надеяться, что не перебитая чашка, ничего не въебано и так далее. Пожалуйста, Лада Калина Спорт 2. 15-й год, 170 тысяч оригинального пробега. И несмотря на то, что я купил эту машину из-под перекупов, по факту это автомобиль однохозовый. И этот автомобиль до этого был у Руслана. Руслан купил его в Строгино. А Строгино это One Love, это тот район, на котором я вырос. И сам обитал в Люберцах, практически через дорогу через меня. Кстати, Рус, если ты это смотришь, тебе огромный привет. Мы уже с ним созвонились, пообщались по поводу автомобиля. Он несказанно рад, что этот автомобиль попал ко мне, к блогеру с руками, и что из этого автомобиля будет интересный проект. В принципе, всю историю про этот автомобиль вы также можете перейти по ссылке в описании на драйв Руслана, и если вам интересно, почитать, что с этим автомобилем было. И самое главное, что автомобиль нам достался в хорошем состоянии, потому что обычно все эти машины либо битые, либо ушатанные, гнилые и так далее. Тут да, он не идеальный, есть какие-то нюансы, например, как на капоте, на крыльях, какие-то вспукиши, что-то там, где-то там. Но, во-первых, половина деталей будет меняться на облегченные, а во-вторых, нас-то интересует только что силовая часть, лонжероны, пороги, чашки и все остальное. И, естественно, после того, как я купил этот автомобиль, прежде чем ставить его на учет и вообще что-то с ним делать, я поехал к пацанам из силкового сервиса, чтобы поднять машину и посмотреть, подходит она нам или нет. Ну что ж, друзья, вот и сегодня будет самая опасная процедура в моей жизни. Это подъем Калины на подъемник и посмотреть, что же мы купили после перекупа. Надеюсь, все будет нормально. Кстати, у меня есть хорошая новость для тебя, Алексей. Да, дорогие друзья, как бы не все так просто, как хотелось. Па-бам. Чувствуете, как машина работает? Я вижу чек. И Subaru Sound. Интересно ли? Не попали мы на мотор прям вот буквально за 3 дня. Давайте проверим. Короче, дорогие друзья, чтобы вы понимали, с нами Юрец. Юрец — это просто фанат Калины Спорт, у него у самого Калины Спорт. И я даже не успел никакое записать, типа, ну, вот это вот начало, как он уже полез, говорит, давай смотреть, что там туда-сюда. И это тот человек, который будет переворачивать эту Калину. Сейчас наша самая задача понять, почему троит двигатель, но, в принципе, это не особо обязательно, потому что двигатель, если сейчас все нормально с кузовом, то мы его будем взрывать. Наша самая главная задача понять, все ли хорошо с днищем, с лонжеронами, с передней панели, с чашками, со всем остальным. Если там более-менее нормально, то эту машину я просто завтра еду ставить на учет, и уже тогда где-то через месяц, как мы соберем все запчасти, машина будет разбираться практически до нуля. В общем, занимаемся. Как вы видите, Калина на подъемнике. Поднялась она за пороги, да? Да, вообще. Пока не упала, и это
Хорошо, потому что предыдущая Калина поднималась соу-соу. Мирец, давай не расстраивай меня, пожалуйста. Да нет, слушай, в целом прям более-менее жидкий. Мы уже тут сняли защиту, посмотрели, что вообще, что есть, что нет. У них для начала, я могу сказать, слабое место это вот поперечина, она всегда гниет. Да. Тут у нас что? Тут у нас уже тюнинг стоит. Уже... Это очень серьезно. Клуб Турбо. Серьезно, клуб Турбо, да. По лонжикам, в принципе, все нормально. Есть пару моментов, замечаний, но я думаю, когда скинем все с нее мотор с коробкой, обработаем, все будет. Есть пару нюансов по порогам, но не критичные. Самое критичное это у нас вот сюда вот. Вот эти места, да. Да. С этой стороны и стой. Ну и, соответственно, тут есть небольшие замятия, но в целом все вот эти вот штучки, они только начали. Никаких, да, это все поверхностно пока только, не критично. Я даже не знаю, до чего, честно говоря. Ну, как бы, это «Жигули». Можно показать, поднять любую Калину, и, в принципе, да, плюс-минус будет то же самое. По внешней нам вообще ничего не интересует. Нам самое главное силовая, потому что, как мы знаем, когда ты гоняешь на все бабки, периодически что-то отстреливает. Здесь по силовым все завод, лонжероны завод, ничего не билось, не гнулось, не правилось, поэтому самое главное, что силовая конструкция вся у нее целая. Здесь вот такие вот нюансики, там, мелочевка, да. И еще из неприятного, у нас есть вот, например, на чашечке, видите, рыжая такая штука. Не смотрите на крылья будет все равно пластиковый. И есть еще вот тут вот внутри лонжеронов, у них болезнь. Вот тут вот по сети я смотрю. Вот, да. Вот тут вот где проходит рулевая рейка и так далее. Ну и здесь тоже такие пару моментиков есть. Я пытался, конечно, себя как-то настроить, чтобы огорчиться очень сильно на что-то, но ничего такого нет. Да, она не идеальна, но в принципе за 640 тысяч рублей достойно. Все, свой бюджет достойно, очень. Сейчас наша задача просто отдефектовать ее, понять, что нам надо будет поменять. В любом случае, она разбираться будет практически до костей. Все, пока она будет разобрана, мы зачистим, подмажем, подкрасим, обработаем. И в любом случае этот автомобиль будет ездить только летом. Зимой мы эксплуатировать не будем. Вот она поездит, дай бог, месяц, пока мы не соберем запчасти. Что с коробкой, что с двигателем, это вообще, по-моему, не интересно. Да? Вообще меньше всего интересует, все равно все взрывать будем. Так что, как говорится, ребята-то не обманули. Так что, пацаны, перекупы не всегда пи***овые. Все, сейчас все обратно собираем, продуваем колодцы, закручиваем свечи, смотрим, есть ли ошибки или нет. Надеюсь, она перестанет троить. И будем заканчивать этот выпуск. Ну что, дружочки, как вы видели, автомобиль нас полностью устроил по кузову. Да, есть какие-то нюансы, но это «Жигули», это просто надо понимать. И я уже метнулся и поставил эту малышку на себя на учет. И самое, что главное, что теперь обратного пути нет. И нам придется делать этот автомобиль. Какой-то обзор про него пилить, я думаю, смысла никакого нет. А если кому-то интересно посмотреть, как я подбирал эту машину, как я присматривал эти тысячи Калин, гранты и все остальное, как мы поднимали этот автомобиль на подъемнике, смотрели днище, смотрели чашки, диагностировали его и, самое главное, чинили, да, представьте, мы уже успели ее починить. Вы можете все это посмотреть на канале КЛ. Там будет отдельный видос, прям такой масштабный, большой. И где-то дня через 3-4 после выхода этого видоса вы можете перейти по ссылочке в описании и посмотреть полноценный видос про подбор этого автомобиля. В следующей части вам расскажу, почему я выбрал именно Калину Спорт, почему я не взял обычную и почему именно Калина Спорт, а не девятка, не десятка, там, не восьмерка, а именно Калина Спорт подходит для моих целей. Все узнаете в следующей серии. Ну а пока я даже не знаю, что вам рассказать про автомобиль. Хосский автомобиль, он и в Африке хосский. Хосский, вообще такое слово есть? Ну, из-под хозика, короче, вы поняли. У него нормальная зимняя резина, в отличие от других автомобилей, которые я смотрел. Самый угар, смотрите. Ну, что у нас тут? Ксенон установлен, это тоже, наверное, никому не интересно. Есть вот эти вот мои просто ненавистные коврики. Это, опять же таки, Руслан молодец. И самое главное, как уже по классике, во всех почему-то автомобилях гоночных у нас вот тут вот есть вот такая вот тема. Ну, во-первых, мы уже готовимся, вы сами понимаете. А во-вторых, посмотрите, аудиоподготовка. Вот так вот. В принципе, в этой серии, наверное, про автомобили больше вам рассказывать особого смысла нет. Вы все узнаете дальше. Но самое-то главное, что, наверное, многие из вас подумали, что моя мечта была купить именно вот этот вот спорткар. Но нихуя! На самом деле моя мечта уже давным-давно, я не знаю, уже лет 5, а может быть и больше, сделать настоящую гоночную команду. Представляете?
И я наконец-то дожил до тех времен, когда это практически возможно. У нас есть уже машина. Заспойлерю, у нас есть механики, у нас есть операторы, у нас есть бюджеты, у нас есть отличный спонсор ВМП Авто, который крышует всю эту тему. И самое главное, у нас есть перспективные пилоты. И, к сожалению, это не я. Но я буду тоже тренироваться. Я не знаю, будем спойлерить или просто потом покажем? Потом покажем. Потом покажем. Короче, у нас есть все, чтобы и перевернуть кольцевую историю в этом сезоне. И там столько нюансов при постройке автомобиля, потому что если ты хочешь получить какие-то результаты, подняться на тумбу, тебе надо встроить автомобиль под верхнюю планку класса, в котором ты будешь участвовать. Мы будем участвовать в лайте, и там столько ограничений, что просто пипец. Но если ты не затюнишь автомобиль нормально, ты никуда не поедешь. А нам надо сделать так, чтобы автомобиль был конкурентоспособный и чтобы все зависело только вот от этих рук. Ну и от рук гонщика, который будет в нашей команде. Короче, все более подробно будет дальше, потому что у нас на целый сезон будет видосов. А сейчас, дорогие друзья, если вы хотите в прямом эфире следить за постройкой этого автомобиля, знать о всех нюансах, подписывайтесь на мои социальные сети, такие как ВК, Телеграм и Запретграм. Эх, с одной стороны, у меня прям предвкушение уже быстрее бы, а с другой стороны, странное ощущение, что сейчас автомобиль, который в хорошем состоянии, на котором ездить, надо будет просто разобрать до нуля и закорчевать. Обычно все наоборот. Короче, меньше слов, больше дела. Эта серия подходит к концу. Огромное спасибо, что вы смотрели этот видос. Не забывайте, что я стараюсь воскресить Клоп-шоу, поэтому от вас я просто требую. Иначе по IP вычислю. Напишите какой-то комментарий, поставьте лайк и подпишитесь на канал, потому что, будет интересно. А там дальше, Мерс Академика, лоурайдеры. Самое главное, не забить посередине сезона. А сейчас, дорогие друзья, так как я вас безумно люблю, я хочу вам сделать приятно. Я хочу вас поздравить с наступившим Новым годом и желаю вам, чтобы ваши мечты осуществлялись так же, как и мои. И в этом году вас ждет просто нечто уникальное, а именно перезапуск Клоп-шоу, где будут вся вот эта вот крокодиловая движуха, которая была в первом сезоне. Поэтому обязательно подписывайтесь, ну и самое главное, верьте, и ваши мечты исполнятся. И в этом году давайте уж ебнем и перевернем как следует. Ну все. Ну что, дорогие друзья, на этом все, уже точно все. В следующей серии мы узнаем, какой вес у этого автомобиля, какая мощность и самое главное, что нам потребуется, чтобы построить этот автомобиль по верху класса. Обязательно подписывайтесь и следите. Я красиво уеду. Можно, брат? This is one DJ you don't wanna fuck with. Давно сказал, прекращай снимать, тут съемка запрещена. This is one DJ you don't wanna fuck with. Я дома. Привет. Фотик.